Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Сегодня, как всегда, воскресенье, проект Forex Times и я, Дэн Стрелков, и уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times, где вы найдете торговые рекомендации, ежедневные прогнозы по данным Чикагской товарной биржи, стратегические целевые уровни, к которым цена придет на их тестирование с очень большой вероятностью, обучение и, конечно же, чат. В чате комьюнити мы всегда с вами можем обсудить абсолютно любой торговый инструмент, любой паттерн, что вас интересует, будем обсуждать, лишь бы вы перестали проигрывать свои деньги и начали зарабатывать. Поэтому приходите, вы никогда не пожалеете об этом. А сегодня уже классический вариант набора торговых инструментов. Это евро, это золото и бонусом будет японская иена. Причем на ближайшую торговую неделю в комьюнити планируется публикация двух торговых сигналов, и один из этих торговых сигналов будет, скорее всего, по японской иене. Ну что ж, поехали по евро и по золоту. Евро, собственно, если мы обращаем ваше внимание, мое, ваше внимание абсолютно всех на треугольник ABCDE, то мы с вами прекрасно знаем, что треугольники – это предпоследние волны в волновой теории Ральфа Эллиота, а следовательно, после треугольника волна уже является последней, и по идее мы увидим с вами разворот. Более того, профессиональные участники Чикагской товарной биржи еще нам подкинули подсказку на почти миллиард долларов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А почему на почти? Да, собственно, здесь на миллиард долларов американских опционных контрактов put. Однако следует отметить то, что чуть-чуть выше цены все еще находится скопление опционных контрактов call почти на сумму в 1 миллиард долларов. Но почему я постоянно говорю про продажи? По той простой причине, что внизу у нас есть скопление на 4 миллиарда долларов, которые по-прежнему абсолютно прекрасно себя чувствуют. Экспирация по большинству контрактов не прошла еще. И поэтому это ожидания профессиональных участников рынка по снижению торгового инструмента евро к этой области. Однако, чтобы нам начать снижение, нам необходимо с вами получить какую-то фигуру. И фигура здесь получается только одна, если мы хотим снижения. Так как мы начали падать с большой вероятностью через зигзаг, следовательно, нам с вами необходимо получить начальный диагональный треугольник. Только при таких условиях, раз, два, сюда, три, четыре, пять, только при таких условиях мы с вами сможем продолжать снижение. Значит, получаем начальный диагональный треугольник, который является первой импульсной волной, далее коррекцию, после чего получаем импульс с обязательным обновлением максимального значения волны А потенциальной коррекции. После этого импульса коррекцию, и можно в принципе пробовать выставлять отложенный ордер sell stop. Друзья, это единственный вариант, который подразумевает снижение. Снижение в направлении каких уровней? Ну, во-первых, мне очень нравится 479 миллионов долларов опционных контрактов put. Это уровень 1.1660. Далее идет уровень 1.15. 1.1450 и уже самый последний это 1.14. То есть, собственно, вот три целевых уровня, на которые я буду целиться в случае образования начального диагонального треугольника. Однако, я запросто могу здесь изобразить обычную коррекцию ABC и сказать о том, а вот сейчас очень важный момент, и сказать о том, что в данном импульсном движении раз, два, три, четыре, пять, что оно не закончилось. Почему? У меня нет никаких претензий к волне 1 и к волне 5, а они, очевидно, импульсные, здесь вопросов нет.
у меня есть вопрос к третьей волне, а именно, раз, два, три, четыре, пять, или же раз, два, три, четыре, пять. И третья волна еще не закончилась, и она переходит сюда. Сейчас развивается четвертая волна, и еще будет восходящая пятая волна. Вопрос вполне закономерный, а как понять, будет она или нет? А вот сейчас обратимся на более младший таймфрейм и вспомним правила построения начального диагонального треугольника. Сейчас я обратно волны построю. Раз, два, три, четыре, пять. И мы вспоминаем, что четвертая волна должна быть меньше волны номер два. Первая волна больше третьей волны, третья волна больше пятой, а четвертая, как я только что сказал, меньше второй. Значит, друзья, если мы с вами увидим импульсную волну, потенциальную четвертую, которая будет больше потенциальной второй, после этого очевидный зигзаг коррекции, то можно выставить отложенный ордер buy stop. Стоп-лосс либо под этот минимум, либо под этот. Вот таким вот образом, если у кого-то чешутся ручки, можно отработать покупки. Я покупки отрабатывать не буду по той простой причине, что я прекрасно знаю, опять же, правила классических импульсов. И я знаю, что если у нас еще пятая волна не прошла, а вот здесь у нас третья волна, здесь четвертая, и мы ожидаем пятую, то на самом деле пятая волна в последних волнах после треугольника идет последняя импульсная волна. Пятая волна может быть усеченной. Она на самом деле может оборваться в любой момент, и цена может, развернувшись, полететь вниз со скоростью света. Поэтому пятые волны не отрабатываются. Я, конечно же, в прогнозе, друзья, напишу, что мы ожидаем вероятный, я даже не знаю, если честно, вот что я напишу. Прогнозы я буду писать через пару часов, и я подумаю, как мне это в недельном прогнозе изобразить. То есть, как мне изобразить, что мы ждем образования начального диагонального треугольника и после коррекции будем продавать, но если мы получим импульс, то надо покупать. Но вот как это в одном прогнозе отобразить, я пока еще не знаю. Возможно, что-то придумаю. Но, надеюсь, по евро вы, в принципе, план поняли. А план достаточно простой. Он исходит из того, что все-таки треугольник у нас был. Треугольник предпоследняя волна, и, следовательно, вот сейчас начинается вся эта очень интересная часть. То есть в тот момент, когда цена полетит вниз, а когда полетит, коррекция может быть очень и очень большой, потому что посмотрите на это движение. И, следовательно, даже коррекция, если придет к уровню 1.1350, то это всего лишь 38,2% по Фибоначчи. А обычно коррекции доходят минимум до 50%. Если большая коррекция, до 50% по Фибоначчи. Поэтому такую коррекцию упускать, друзья, нельзя. Золото. А здесь, напротив, я подозреваю, что рост по золоту еще не закончился, что в мире дружба не воцарилась совершенно, что у президента США еще остаются целями Мексика, Канада, Нигерия, по крайней мере, Куба, по крайней мере, про эти страны он заявлял уже не единожды. Вот, поэтому мы подумаем, в смысле посмотрим и подумаем, что он там будет дальше делать, но по золоту, как я очень часто делаю, например, я не очень понимаю, что это у нас за коррекция, если это коррекция, и я предполагаю, что цена пойдет вверх. А давайте попробуем от противного, как в школе мы всегда делали на уроках геометрии, скажем так. Предположим, что мы хотим продавать. А если мы хотим продавать, то нам вот в этой волне
нужно найти импульс. Вот в этой волне нужно найти импульс. И мы с вами просто берем и начинаем рисовать все волны, которые мы видим. Чтобы это было прямо вот очень хорошо заметно. О! А вот теперь давайте подумаем, где тут... Да, я нарисовал, конечно, криво, ну, кривой я. Вот, друзья, ну давайте подумаем, где тут импульс. Во-первых, если предположить, что это один, 2, потом что у нас получается? Один, 2, 3, 4, 5. Но это не 5, потому что 5 должно быть ниже. А 5 не получается, потому что 5 это через зигзаг получается. То есть накрутить здесь импульс. Раз, два. Давайте посмотрим, может, я не прав. Раз, два. Потом начинаем крутить третью волну. Раз, два, три, четыре. И вот, допустим, у нас третья волна очень сильно растянута. Здесь третья волна заканчиваться не может, потому что у нас здесь есть минимум. Давайте я нарисую вот так. Один, два, три, четыре. Где же у нас пятая заканчивается? Допустим, кто-то скажет, хорошо, пускай вот здесь пятая заканчивается, и это будет третья волна. Ну хорошо, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре. Но четвертая волна не может поглощать минимум первой волны, если у нас нисходящий импульс. Что здесь может быть? Друзья, ничего. Но ничего сюда не накручивается. То есть импульс сюда накрутить у меня не получается. А если не получается накрутить импульс, значит что это? Значит, это какая-то коррекция. А коррекцию сюда можно накрутить как угодно. Коррекции крутятся без вопросов. А значит, если у нас коррекция, будем рассматривать рост. И я подозреваю, что, во-первых, рост у нас минимум к данному уровню. Вы видите, как здесь в диапазоне быки пытались удержать позицию по золоту, но у них не получилось. Данный диапазон был пробит, и цена с очень большой вероятностью придет на его тестирование. Поэтому уровень 5150, 5200, диапазончик такой берем в первоначальную нашу цель. Ну, а если мы откроем данные Чикагской товарной биржи по недельным опционным контрактам, мы увидим, что цена отбилась от нижней границы диапазона прибыли маркетмейкера. Маркетмейкер защитил себя от того, чтобы не получить убытки. И я подозреваю, что маркетмейкер запросто может попробовать довести цену до верхней границы своего диапазона прибыли. Цена очень часто ходит в этом диапазоне. Ну, а чтобы вы понимали, максимальная прибыль маркетмейкера на данный момент состоит, прошу прощения, на уровне 5100. Поэтому, как я и сказал, 5150, 5200 это первоначальный диапазон целевой, и целевой уровень, если уже так вести, это 5400. Это верхняя граница диапазона прибыли маркетмейкера. Таким образом, можно отработать ту версию, что по золоту у нас образовалась коррекция, а никакого нисходящего импульса. И, как я уже сказал, японская иена бонусом, собственно, друзья, скопление опционных контрактов в put на уровне 152 прекрасным образом отработала. Мы, собственно, в комьюнити сюда цену и тащили. Правда, я закрыл чуть раньше, это стоит признать. Я ордер закрыл вот в этом месте в надежде на то, что раз, два, три мы увидим хорошую четвертую волну, которая перекроет гэп, и продадим еще раз на большую пятую волну. Обычно, как я говорю, пятые волны не торгуются, но здесь пятая волна с потенциалом в пунктов 400 примерно была. Вот сейчас проверю. Да, тут 360 пунктов потенциальная пятая волна, и причем мы видим
именно этот потенциал, исходя из скопления опционных контрактов в пут. Вот они у нас, большое, хорошее скопление на сумму порядка тут 400, 500, 600, 700, 800, чуть более 800 миллионов американских долларов. По японской иене это много. Вы можете посмотреть на примере вот данных скоплений, как цена, прошу прощения, реагировала на эти скопления опционных контрактов. Вот мы получили отработку данных опционных контрактов и реакцию цены. Очень важный момент. У нас наверху есть очень крупное скопление опционных контрактов Call на сумму 1 миллиард 856 миллионов. Я подозреваю, что цена туда пойдет. И вот сейчас от этого мы с вами будем плясать. И мы увидим, при каких условиях цена туда может дойти. Но сначала я напомню, что у нас в глобальном смысле по данному торговому инструменту. У нас коррекционное движение, так как посередине находится треугольник симметричный. Вы знаете, что треугольник это предпоследняя волна, а следовательно сейчас у нас вот это все, это последняя волна перед огромным разворотом. Если мы посмотрим по недельному таймфрейму, мы увидим с вами потенциальное развитие, ну, вы все знаете, все учебники одни и те же читали, тройной вершины, причем тройная вершина пробивает, тестирует и уходит очень-очень далеко. Это потенциал. И что самое интересное, вы должны понимать, что все читали одни и те же книжки, и все видят эту вершину, эту тройную, прошу прощения, вершину. Может быть, кто-то не видит в глобальном смысле этого треугольника, и что мы сейчас находимся в последней волне, но тройную вершину видят абсолютно все. Более того, абсолютно все видели данный пин-бар. Я думаю, что здесь продажи были тоже сумасшедшие. Кстати, сейчас бычий пин-бар образовался. Так вот, на самом деле я очень хочу продавать, но я вижу ожидания профессиональных участников рынка Чикагской товарной биржи. И я вам показал 1 миллиард 886 миллионов долларов. Кстати говоря, давайте этот уровень обозначим. По-моему, там 160, сколько тут будет? 163, да? 164. Уровень 164. Кстати, до него потенциально 900 пунктов бежать. Но, а вот внимание, сейчас мы обращаемся уже не к данным Чикагской товарной биржи, а к волновой теории Эллиотта. И давайте посмотрим. Например, мы хотим продавать. Если мы хотим продавать. Кстати говоря, друзья, здесь вам кажется, что зигзаг, но если я открою часовой таймфрейм, вы увидите начальный диагональный треугольник. Поэтому поверьте, там начальный диагональный треугольник. Так вот, друзья, давайте посчитаем. Импульс в начальном диагональном треугольнике волны 1, далее 2, а вот тут вопрос. Либо раз, два, три, четыре, пять, три, сейчас образуется четвертая волна и 5. Давайте я проставлю. О, и если такое образуется, значит нам нужно продавать. Запомнили вариант 1. Мы продаем 1. Более того, это импульс. А следовательно, после него ожидается коррекция и еще один импульс, такой же здоровенный, огромный импульс. Причем, что самое интересное, это уже может не остановиться. Это может быть 1, 2, потом 3, 4, 5, потом коррекция, потом дальше, дальше. И несколько лет мы все время падаем. Вот примерно как было по австралийскому доллару. И мы его 1,5 года продавали. Я сейчас покажу, где это было. Так, так, так. О, вот, да. Когда цена была на самом почти вверху, вот у нас был импульс, здесь коррекция, и у нас внизу образовалась опционные контракты на 2 миллиарда 682 миллиона, миллиард 464 миллиона, здесь 600 миллионов, потом в течение 2 месяцев еще миллиард, еще 2 миллиарда. Ну и вы видите, мы 1,5 года продавали, пока цена летела на отработку данных опционных контрактов.
Причем цена летела не просто вниз, а с периодическими, видите, коррекциями. И на этих коррекциях мы постоянно продавали, 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 продавали. Когда цена сюда залетела, все ордера закрыли, там получилось очень сладенько и очень красиво. То же самое, я подозреваю, мы будем делать и с японской иеной. Как только начнется падение, мы будем продавать, 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 пока цена не придет на отработку данного треугольника. То есть продавать будем очень-очень много. Но тут вопрос, как она придет туда. Так вот, вариант номер один. Это то, что у нас четвертая волна сейчас образовалась, потом уход на пятую, и это только первый импульс, потом коррекция, и потом понеслась все вниз. Но есть еще один вариант. Есть вариант с тем, что импульс уже закончился. Собственно, раз, два, три, четыре, пять. Это импульс либо волны 1, либо волны А. Сейчас коррекция, либо волна 2, либо волна Б и продолжение падения. Но я ведь все говорю про покупки. Я все говорю о том, что хочется покупать. И да, действительно, смотрите, как интересно. Импульс, коррекция. И если предположить, что здесь прошла коррекция, тогда получается раз, два, три, четыре, пять. И это импульс. А следовательно, я могу написать волна А, Б и С. Это зигзаг. И после зигзага мы уходим вверх. А вот теперь вопрос, а как мы уходим? Исключительно на импульсе. А теперь давайте посмотрим на более младшем таймфрейме и увидим очень забавную вещь. А именно, вот здесь нету импульса, здесь зигзаг. Я думаю, вы прекрасно его видите. И после этого коррекция, которая обновляет максимум данной волны. А этого в классическом импульсе быть не может, потому что вы знаете, три вида импульсов. Выстрел из пушки, как я его называю, классический пятиволновой и диагональный треугольник. Либо классический начальный, либо, собственно, расширенный диагональный треугольник. Но я сказал три вида, потому что диагональный треугольник я отношу к одному из видов. А теперь давайте посмотрим, выстрел из пушки здесь есть? Нету. Пятиволновая структура есть? Нету, потому что данная коррекция обновляет максимум. А значит, нам нужно с вами накрутить сюда диагональный треугольник. Но какой? И если мы с вами начинаем крутить начальный диагональный треугольник, раз, два, три, то мы обнаружим с вами, что третья волна уже больше первой. А в классическом диагональном треугольнике есть конкретное правило 1,3. Волна 3 должна быть меньше первой волны, а у нас волна 3 уже больше первой волны. Значит, сюда, если мы хотим покупать, можно накрутить только начальный, расширенный диагональный треугольник. А следовательно, еще немного вверх, потом вниз, потом вверх, потом только коррекция, и вот только после этого искать импульс, коррекцию и где-то искать покупки. То есть до того, как нам принимать решение о входе в рынок на покупку, нам нужно еще увидеть как минимум раз вот это снижение. А теперь внимание, это снижение на самом деле не может быть импульсным, оно должно быть коррекционным. И если мы здесь, в данный момент, увидим вдруг импульсное снижение с обязательным поглощением этого максимума, а потом после него коррекцию, то можно смело продавать, друзья, продавать. А если мы увидим здесь коррекционное снижение и потом рост с обновлением вот этого минимума, тогда продажи отменяются. Но, сейчас вы будете смеяться, но если образуется здесь начальный диагональный треугольник, то мы можем продавать. Но видите, в чем смысл? Должна образоваться фигура.
фигура импульса. В данный момент у нас коррекция. Поэтому в данный момент я буду думать только о продажах на предстоящую торговую неделю. И вот когда я сказал, что планируется публикация двух торговых сигналов, один из торговых инструментов я вам не назову, но второй это японская иена. Потому что даже если я окажусь неправ, и после нисходящего импульса и коррекции я, например, выставлю отложенный ордер на продажу, но цена его зацепит, а потом улетит вверх, я подумаю, что-то здесь пошло не так, особенно если данное движение обновит вот этот минимум потенциальной волны 2 в... Это будет потенциальная волна 4 в треугольнике. Но если такое случится и цена пойдет вверх, я моментально переобуюсь, да, я получу минус 1% от баланса торгового счета. Но я моментально переобуюсь и сделаю так. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Я сделаю так. Раз, два, три, четыре, пять. Это волна А будет. А далее расширенный симметричный треугольник. А, Б, С, Д, Е. Это волна Б. А так как треугольник это у нас предпоследняя волна, следовательно, я здесь буду продавать на волну большую С, а потом буду покупать, потому что треугольник предпоследняя волна, и у нас импульс, коррекция, импульс. Это будет большой зигзаг. И я буду покупать в направлении уровня 164. А визуально это будет примерно так. Значит, импульс, здесь коррекция треугольника, собственно, значит, импульс, треугольник, импульс, рост, падение. Вот такая будет комбинация. Поэтому, друзья, подключаем математику управления капиталом, присоединяйтесь к комьюнити Forex Times. Я вас научу всему, что нужно знать, тем более много будем разговаривать про волновую теорию Ральфа Эллиота, вы сможете находить определенные моменты, когда действительно с большой вероятностью вы сможете входить в рынок. Грубо говоря, вы нашли импульс, а потом какое-то вот такое движение. Что это такое? Это может быть запросто коррекцией, а это может быть началом коррекции, а это может быть треугольником, а это может быть все что угодно. Но если вы нашли импульс и нашли вот такое, да, что это такое? Ничего. Ответ просто ничего. Поэтому, скорее всего, это коррекция. Ждете импульс, коррекцию, можете продавать. Научу, как такие формации искать. Откроете 20, 25, 30 торговых инструментов. Я вас уверяю, вы устанете торговать еще в придачу, буквально используя один паттерн. Хотя по волновой теории Ральфа Эллиота их достаточно много. Если будете знать мат-часть по волновой теории Ральфа Эллиота, правила входа в рынок, то спокойно будете... и математика управления капиталом, это вообще самое важное. Будете спокойно сидеть и торговать, и перестанете проигрывать свои деньги. Будем с вами в комьюнити Forex Times тренировать вас, чтобы вы их начали зарабатывать. И да, запомните про всю эту рекламу в интернете, про 20% в месяц, про 30% в месяц. Такого не существует. А если такое существует на очень коротком промежутке времени, потому что существует статистика мировая, которая говорит о том, что 30-35% в год – это хорошая прибыль крупного хедж или инвестфонда, 60% в год – это просто кайф. Но если вы частный трейдер, то в принципе попробовать заработать 60, 70, может быть даже 80% в год, это вам может быть под силу. Но не в месяц. 60, 70, 80% в год это очень классный результат, это супер результат. А не в месяц по 20-30%. Поверьте мне, это почти не бывает такого. Вот, так что приходите в комьюнити Forex Times, я вас и не так
буду расстраивать. Собственно, да. Возможно, вам эта информация не понравилась. Возможно, вам кажется, что 20-30% в месяц – это абсолютно реально. Но если бы такое было, то вы бы, когда выглядывали в окно, то вы бы у себя под подъездом видели 5 Феррари, 5 Ламборгини, Роллс-Ройс, все были бы открыты, ключи бы там торчали, и записка: когда покатаетесь, только назад верните, потому что всем было бы плевать, и все были бы сказочно богатыми. Но когда все станут сказочно богатыми, тогда бутылка воды будет стоить $1 000 000, и все сразу станут обычными сказочно бедными. Вот, так что, друзья, сказки это только там, где Буратино бегал, и с лисой Алисой, да, и котом Базилио, собственно. А в реальной жизни, поверьте мне, если вы тащите стабильно 5-6% при риске 1% в каждом ордере от баланса торгового счета, то вы козырный трейдер. Поверьте мне, просто на слово. Причем, да, 5% при риске 1% в среднем в месяц – это очень хорошо, прям очень хорошо. Но вы понимаете, что если у вас это получается стабильно, вы просто риск можете поднять до 2-3%, например. Соответственно, поднимается прибыль, но и, соответственно, потенциальные убытки. Ладно, я уже начал маленькую лекцию по обучению рассказывать. Не буду этого делать, присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, там я вам все расскажу, покажу. Вы перестанете проигрывать деньги свои, буквально пообщавшись со мной 1 час. Вот первый 1 час, и вы после этого сразу перестаете проигрывать деньги. А потом будем учиться уже зарабатывать. Всем спасибо, всем классного вечера и всем пока-пока.